Понаставить их везде, где надо и не надо. Это в подъездах, там, в курятниках, я не знаю, там, в гараже, в подвале, в туалете. Ну, буквально везде это будет хорошая экономия электроэнергии. Всем привет, это Майер. Сегодня решил заняться темой радиоэлектроники. Собрать простейший датчик. Значит, датчик основан на датчике движения. Вот такой пердатчик. Он у меня был в распаковках. Также будет вот такой вот модулек. Это значит реле низкоуровневый и транзистор. На просторах интернет, значит, есть. Я нашел 3 видео. Все 3 видео я забраковал. В одном, значит, не видно, в третьем непонятно, в четвертом мощный я не знаю, короче. У меня по этим схемам, которые они дают, я уже целый год собрать не могу, поэтому... Вот вам понятно? Мне непонятно. Ну, видите? И в итоге он все-таки выдал схему, и схема опять с какой-то Arduino Nano. Но я уже 100 раз говорил, что Nano нам не надо. Извините за такой тон. Поэтому я бросил все это занятие, их схемы собирать. Логически свою схему накидал. Соберу просто. Самое главное в этой сборке — это понятность и простота сборки. Вот попробую вот этих целей добиться, чтобы было вам понятно и простота сборки. Ну и заодно, если кто не знает, что такое транзистор, и вы будете собирать все это своими руками, вы разберетесь в принципе работы транзистора. Это тоже полезно. Я думаю, видео мои обычно смотрят начинающие радиолюбители. Гурам тут делать нечего. И как бы не жду от вас какой-то критики. Если смотрит гуру, ну а зачем он смотрит? В принципе, любителя. Ну а если любитель начинает там что-то мне критиковать, ну извините, вы не гуру, чтобы я вас слушал. Ну логично, логично. Так что давайте жить мирно, пишите в комментариях вопросы или что-то там по апгрейду схемы. Но не надо там мне устраивать, что я там косорукий, там не то делаю. Не надо. Не надо, вы будете забанены. Я уже в ютубе год и уже навидался ваших гуров этих. Так, не показал транзистор. Транзистор, значит, вот такой C2482. На память помню, потому что они мне уже надоели, эти транзисторы. Так же, как эти видео непонятные. Вот такой транзистор, ПНП или как он там называется. 3 ножки у него. База, эмиттер, коллектор. Разобраться база, эмиттер, коллектор, я думаю, труда не составит, потому что есть даташиты. Даташиты есть у меня в описаниях всегда. Здесь тоже будет не исключение. Схему и даташит я выложу в описании. Так, ну это как бы лирика, все. Давайте начнем заниматься. Значит, про это уже все сказал. Как он работает, понятно. Если что, перейдите по видео по распаковке. И на это тоже вам все понятно изначально. Единственное, когда покупал, не обратил внимания, что они бывают низкоуровневые, высокоуровневые. Но вот это не низко, это плохо для моего дела. И, короче, я решил собирать схему, используя только отсюда релюшку и клеммник. То есть берем вот такой. Ну давайте я тогда технико-экономическое обоснование, или как сделаю экономику. Для чего нужно? Первое. Такие датчики, которые вы соберете со мной сегодня, они очень дешевые и просты в изготовлении. Дешевый, это я посчитал в сумме. Один датчик обойдется
где-то вам около 130 рублей. Ну, вот сборка вот эта вся. Если готовый купить, то будет около 400 рублей. Вот так. Теперь что берем? Раз у меня тяму не хватило, как они подключают вот эти низкоуровневые релюшки. Поэтому я просто откусил вот эту часть схемы. Она мне не нужна. У меня остается чисто вот такое реле. Теперь надо собрать вот по такой схеме. Вот по такой схеме. Смотрим, да? Вот, видим. Значит, вот так диод припаян. Здесь от передатчика плюс. Здесь, значит, на базу мы кидаем сигнальный с передатчика. Это средний черный проводок. Ну, у вас, может, он не черный будет, но вот средний, в общем. И минус мы кидаем вот сюда. Вот так. Опять будет, думаю, вам непонятно. Вот если просто так показать, да, со всех сторон 3D, такой ракурс, все равно будет непонятно. То есть люди уже пробовали выкладывать такие видео, где вот так крупным планом показывали, но непонятно. Поэтому давайте попробуем спаять. Берем и переносим эту схему на новую, значит, модель. Для этого, когда вот сейчас будем все собирать, так будет лучше и понятно. Включаем мой паяльник Веллер, который работает от лабораторника, что мне очень даже и удобно. Моментально разогревается он. Немцы не делают всякую парашу. Они качественные вещи делают. Ну, тогда, значит, начнем схему собирать с диода. Отпаиваем диод. Так, чтобы отпаять диод, используем РМА. Хороший флюс. Надо маленько порекламировать флюс. Но очень хороший, но очень. Мне нравится. Я его использую где надо и где не надо. С ним очень легко паять. Отпаяли. Фу, только он вонючий, поэтому лучше в проветренном помещении работать с ним. Теперь припаиваем обратно. Наблюдаем, да? Вот таким образом крылья. Припаиваем крылюшечки на один контакт и на второй. Сразу говорю, я намеренно не использую технические слова, чтобы людей не провоцировать умничать. Я почему-то не люблю умников. Я люблю людей, которые делают своими руками молча и не выебываются. И вот видим плюсовой датчик, заметьте, ой, провод от передатчика я с правой стороны припаиваю вот сюда. Видите?
Готово. Теперь что нам остается? Вот эту ножку выхода с транзистора припаять на эту сторону. Припаяли. Ну, пайка, впрочем, неплохая получилась. Видим, сигнал подает сюда, ключ открывается, и значит у нас напряжение идет на среднюю ножку, и все, и тут замыкается реле, срабатывает. Ну, вот такой простой принцип. Но вот мне пришлось разбираться все-таки. Если не вникать, ничего у вас не получите. Вы сожгете несколько транзисторов, поэтому, если не понимаете, как он работает, лучше вот так повторить, как я сделал. Видите, при вас спаял. И все. Так, ну попробую сейчас подключить и проверить. Может и не заработает. А может и заработает. Надеюсь. Так, давайте, значит, подсоединим. Мы подсоединим это не к лампочке, не к нагрузке, а всего лишь к мультиметру в режиме прозвонки. Это будет достаточно. Так, итак, зрители, я что-то, знаете, без подготовки сегодня к видео. Много работы, много дел, и еще готовиться к видео я не стал. Поэтому я как-то надеюсь, что как-то можно мне было слушать. Надеюсь. Так, ну теперь надо, смотрите, подсоединить вот сюда на выход и вот сюда наш тестер на выход. Подсоединили, да? Ставим на прозвонку. Поставим. Сейчас будем проверять уже. Сейчас будем уже проверять. Ребята, видите, это собрать дело недолгое. Теперь надо подключить, значит, напряжение любое. Ну, я буду, в частности, 12 вольт подключать. Но вроде вся эта сборка работает до 30 вольт постоянного тока. Я не буду экспериментировать тут на разных токах. То есть от 5 до 30 вольт. Может, она там на кроне работает. Я сделаю, как мне удобно, на 12 вольтах. Как я планирую вообще его потом использовать. А вы уже можете поэкспериментировать другим вольтажом. Вот так я скажу. Так. Теперь смотрим. Плюс нам надо вот сюда кинуть. А минус надо вот, смотрите, где минус на передатчике. Вот сюда и кинуть минус. Все. А черный провод, это у нас будет, так, паяльник уже отключу. Так, а черный провод, это у нас сигнальный. То есть заработает передатчик, сигнал появится 3,5 вольта на черном проводе. Тем самым на транзисторе откроется ключ и ток напряжения появится на, значит, второй контактной клемме реле. Ну, реле сработает, надеюсь. Ну, сейчас все намереваюсь включить. Смотрю, я как бы в торопях тут ничего не напутал. Ну ладно, давайте включаем и наблюдаем. И наблюдаем. Значит, заработал. Заработал, включился, пищит.
Включился, пищит. Противно, громко пищит. Отключился. Ну, это уже все окейшиш. Окейшиш. Так. Ну, то есть тут надо, видите, вот срабатывает. Тут надо на движение он срабатывает. Здесь надо его еще чувствительность выставить и время работы этого датчика. То есть отрегулировать с помощью вот этих двух этих резисторов. Вот смотрите, время идет, идет. Сейчас он отключится. Отключился. Звук на камеру отчетливо слышно. Теперь давайте я руками помашу. Все, машу. Сработал мгновенно, в доли секунды. В доли секунды датчик. Ждем. Сейчас где-то 10 секунд пройдет, и он отключится. Так, ну все-таки решил в это видео впихнуть и второй способ подключения пир-датчика. Значит, мы его соединим быстро. Все это займет 5 минут, и отдельно видео для этого не нужно снимать. Для этого надо понадобится, опять же, пир-датчик и вот такая релюшка. Релюшка будет под видео. Подсоединяется легко и просто. Не знаю, зачем что-то там мудрили с этими релюшками. Я подключаю просто. Вот беру на 3 контакта. Делаю вот так вот, подсоединяю проводки. Так. Здесь тоже у нас 3 контакта, да? Итак, вы заметили, что схема самая элементарная. Это 3 контакта. Они подписаны, что на пир-датчике, что на реле. Соединить между собой. И теперь на плюс подать плюс и на минус подать минус. При этом схема должна заработать. Вот мы ее сейчас и проверим. Итак, мы включили. И давайте проведем, значит, рукой. Ага. Сработало. Теперь имитируем движение. Сработало все четко. Давай уже отключайся, мне надо сказать финал. Ну вот, он выключился. Значит, спасибо за просмотры. Пользуйтесь данной сборкой на здоровье. Все схемы будут в описании. Там дополнительно, где я что купил на Алиэкспресс, тоже ссылки будут. И до новых встреч. Это был Майер. Подписывайтесь.